Ну что, хорошие мои, всем привет! Внеплановый вечерний трансляций у нас в эфире. Почему? А потому. Напишите мне потом в комментариях, для кого это актуально, кто почувствовал. Ребят, да? Ребятишки-то трудятся перед полнолунием. Стараются изо всех сил. С бесиками работают. Паникуют. Ребят, в трансляции у нас в прямом эфире будет ритуальчик на отсечение этой вот нечисти, непосредственно бесов, подселов, неупокоенных созданий. Если кому интересно, демонов тоже. Свеча у нас сегодня в эфире волшебная, чудодейственная. От души, как говорится, приготовленная. Итак, по поводу ритуала, ребят, все помним, да? Кормим птичек, животных. Дальше по своему усмотрению, в зависимости от того, с какими богами работаете, дары, подношения, требы и тому подобное. Свечу моему роду и вашему. Можно одну общую. Говорите просто намерением, кому ставите. И во благо чего. Погнали. Сейчас посмотрим, проанализируем, у кого там чешется перед полнолунием и по какой причине. Всех приветствую, кто присоединяется к эфиру. Всем добрый вечер. Не планировала. Скажу от души, ребят, не планировала. Но уж больно распирает. Конечно, кого надо, я-то для себя уже посмотрела. Девочки, мальчики, смотрите, ожидают результатов, ожидают побед. Блядь, человек от чего-то отказался. Откуда-то ушел из привычного образа жизни. Из семьи, из насиженных мест, из хорошей работки, как вариант. Так. Что у нас здесь летит? Ну, 5 жезлов, король кубковый, девочки, мальчики. Ну, понимаете, какую колоду не возьми, этот алкаш всегда с нами. Эмоционально несбалансированный человечек. Тот, который с вами тягается, у кого длиннее. Мальчики, девочки, для всех актуально. Кто бы ни смотрел, для вас. Король кубковый. Кто за ним прикрывается? Тут дело в том, что справедливость от высших сил нагрянула, да? И та справедливость, которую вы ожидали, если влияние на ваших детей были, вот этот вот пидоросенок и отхватывает сейчас. Так. Давайте, ребят, посмотрим, кто, что, куда уже побежал, что затеяли. Так, давайте непосредственно с самого главного. Что уже было предпринято в вашу сторону перед полнолунием, дабы в полнолуние эти работы запустились? О, как верховный жрец и верховная жрица. Видимо, бегали. То к одному, то ко второй. Решили к паре обратиться. И вот опять король кубковый. Смотрите, здесь за знаниями обращается этот придурок к какому-то практику. Давно обращается. Либо же там пара работает, муж-жена. И очень давно они в этом деле, он к ним обратился. Кстати, он от них берет знания.
То есть он обучается, чтобы вы понимали. Вот так-то. Что делали? Ага. Радости со своим родом воссоединения хочет, а воссоединения нет. Короче, чисточку побежал делать. Хорошо, побежал ты делать чисточку. По какой причине вам нужна эта информация? Что помимо чистки этот человек попросил в вашу сторону? Девятку мечей. Я же сказала, подселы, бесы, демоны, лярвы. Угу. Чтобы у вас не было энергии, чтобы вы не хотели двигаться вперед, чтобы забрать у вас жизненный потенциал. Опять же повторюсь, энергию. Работа была свечами. А сам чистился от этого всего. Они решили, что вот это вот от арта до ярочка, волшебная парочка, либо мужик со знаниями здесь проходит, решили, что это все будет идти к вам. Давайте-ка теперь посмотрим, а пошло ли оно к вам. Сейчас, секунду. Так, мальчики и девочки, вариант для тех, кто не ощущает этого всего, и вот вариант для тех, кто реально почувствовал, что уже в ваше пространство кто-то донаведался. Так, кто не в теме, кто сейчас только осознает вот этот расклад, слушает и понимает, твою мать, вечер в хату, да? Здесь вашу фортуну хотят перекрыть, прям нападки идут. А у вас эта фортуна уже давно, возможно, от вас отвернута. То есть у вас там пятерочка кубков, ребят. Если еще нет, значит, чтобы вы сидели и считали, что фортуна от вас отвернулась, что у вас не получается, как-то удача не идет, да, и тому подобное. Не получается, неважно что, любой аспект, который для вас важен. Для тех, кто в теме. Для тех, кто в теме, у вас защита от мира мертвых. И не только от мира мертвых, ребята. Здесь король пентаклей, король жезловый и четверка мечей между ними. Здесь вот эти все попытки на вас воздействовать, работа огнем была, полностью закрыты. Потому что здесь, во-первых, до начала их работ могли уже ваши защитники стоять рядом с ними и свои дела делать, дабы ритуал закрыть как вариант. Ну и также еще и есть и те, которые встречают, если вдруг что просочилось. Я бы не сказала, что здесь особо как-то рьяно на вас это подействует. Для тех, кто понял и осознал, особенно сегодня, что вот кто-то к вам постучался. Так, раз у нас такое распределение пошло, давайте и дальше так смотреть. Ой, Татьяна, так я вас поздравляю. Вы записали, надеюсь, что он там делал? Повторите. Повторите, не стесняйтесь. Вам это очень поможет. Так, ребятки. Как на вас это повлияло? Тоже идем на два варианта. Так. Вот вы знаете, блаженны те, кто в неведении. Вот честное слово. Здесь у вас наоборот как-то даже очень неплохо повлияло. Вам как-то... Как-то где-то фартануло, но, секунду. Будьте аккуратны, это только, знаете, как
Первая волна. Вы думаете, что все тип-топ, а потом накрывает полная задница. Будет там где-то выбор, связан с семьей, с вашими победами, с вашими, если были новые проекты, ожидали поступления денег, вопрос станет, какой-то выбор, какое-то пересечение будет. Что-то, короче, будет не гладко идти. Если насчет выздоровления кого-то в семье, то же самое. Что-то не так, как... Вот, казалось бы, вот, уже, вот, сделано, выписали, допустим, там, или еще как-то. Нет, здесь еще вопрос. Под вопросом все это. Да, еще и под каким вопросом? Вот вам и перекрытие фортуны. Для тех, кто... в теме. Девочки, здесь пытаются на вас накинуть то, что уже ранее делали, чтобы вам тяжеленько в жизни было, чтобы дороги, пути вам перекрыть, чтобы вы, допустим, стрессовали, депрессовали, пробить таким образом вашу энергетику, чтобы у вас лезли воспоминания о прошлом. И есть еще вариант того, что это рикошетнуло по ребенку. Но если так, то вам полностью руки развязаны. Прибивайте. Здесь не хотят, чтобы вы двигались в будущее, а все время возвращались мысленно в свое прошлое. Понимаете, как сидели постоянно в раздумьях, в проработке. А если у вас уже проработаны эти аспекты? Ну, блядь, расчет чуть-чуть не тот взяли. Коль здесь уже люди, проработавшие себя, то ну что вам здесь? Ну, вспомните лишний раз негативщину. Если почистились, вообще замечательно. Вот как раз вам и пришли мысли о тех, кто вам делал деструктив. Пусть им летит обратно. Наоборот, подсветили себя в пространстве. Молодцы. Это уже что он предпринял, мы посмотрели. Да, Татьяна, так и есть. Понимаете, не получается что-то, не получается. Кстати, здесь, может быть, и мать с сыном работают, как вариант. Учтите этот аспект. Здесь такое впечатление, что сынуля обратился за помощью к тому практику, к которому обращалась его мамаша. Мамаша посоветовала, потому что слишком, блядь, одинаковый сценарий, понимаете? Сценарий этот вы уже проходили. Видимо, другие практики не справляются, решили вернуться к прошлому практику. Благодарочка лично от меня, спасибо, что он подсвечен теперь. Я его нашла. И теперь я буду мстить по полной программе тому козлу, который поломал мне жизнь в 15 году. Привет, дедуля. Встречай. Лови сюрпризы, блядь. Ай да молодцы, ай да молодцы. Кстати, если это по поводу свекрови, 8 мечей сидит. Або лежит, отдыхает. От слова совсем и навсегда. В страхах. И в самобичеваниях находится. Страшненько стало. Прилетело все то дерьмо, которое должна была сама, блядь, расхлебывать, а не на чужие плечи накидывать. Так, давайте смотреть. Теперь уже предупреждение для вас пойдет. А ну, сильно трудились? Да, ожидают результатов, ребят. Ожидают реально результатов. Прошу прощения за кашель. Если кто переживает, потому как писали, и я не заболела. Нет, не дождутся. Есть на то свои причины. Акклиматизация идет просто. Итак, ждут. Вот сели и ждут. Много вложили. Вложили, знаете как? Так что практически без денег остались. Вложились хорошо, потому что 10 мечей уже поднакрыла полностью бригаду адскую.
Я же говорю, работа слишком уже, знаете, 3D-шного пространства. Вот, реально 3D-шное пространство, когда это работало. Это бесы. Повторюсь, это бесы. Потому что на большее по факту. Спросила насчет демонов, 5 пентаклей. Какие демоны на таком уровне? Я вас умоляю. Кстати, сегодняшний ритуал, ребята, у нас проходит под определенной печатью конкретного демона. Если кому интересно. Он и не успокоится, Инна, потому что ему наваливает Всевышний, потому что нужно было отработать за содеянное дерьмо, а они это все с себя скидывали. Там были подключки к вашему родовому древу. И не только к вашему, здесь по раскладу поэтому. Подключка к вашему родовому древу и питались тупо ресурсами. А вы сидели в нищете, в какой-то, понимаете, обделенности. То, что ваше должно было быть вашим, было забрано, и этим пользовались. Они решили, что это вообще им принадлежит, блядь, и теперь недовольны тем, что получают обраты от ваших чисток, если вы чиститесь. Да, здесь такое впечатление, что мамаша слегла уже, все, отбегала свое, блядь. А этот побежал. Кому ты там, маменька, обращалась? Ведь помогло же когда-то. Спасите, помогите, блядь. Так, чему вам нужно опасаться на данный момент до полнолуния, ребят? Ребятушки, вам нужно опасаться работы. Магическая и не только. Будут нападки. От королевы Кубковой. Будет действовать быстро, смело. Будет спорить с вами. Здесь азарт в вашем завоевании. У этой бабы полное обнуление ее финансового канала. Ее радости и жизни. Уже никуда не может поехать, вкусняшки себе купить не может. Возможно, даже на лечение не хватает. Почему? Потому что здесь подселы уже более серьезного ранга сидят. Я не знаю, это ли... Нет, это не это, мамаша. А ну давайте там подруга, соратница, не знаю, кто там из коллектива. Да, ведьма, кто-то из коллектива, девочки. Коллектив, там подруги бывшие, настоящие, нынешние, из прошлого могут появиться. Баба, которая раньше вами подпитывалась. Она тоже, знаете, как какая-то пиявочная присоска, блядь. Как только она вас мониторит, как только на вас идут какие-то атаки, она такая под нычку, поняли, под эти атаки просовывается, чтобы с вас подпитаться и при этом остаться незамеченной. И дабы я ни при чем, я никогда в жизни на тебя магию не делала. Я святая женщина. А здесь ведьма, здесь четко практикующая бабища. Будет спорить, нападать, что-то доказывать по поводу своей работы. Поняли? По поводу своих каких-то... Ну, не знаю я, это может быть что угодно. Это может быть и на работе, и в практике, и в магии, в эзотерике. Это может быть там по дружбе, да, возможно, по поводу каких-то прошлых обязательств ваших друг друга. Ну, смотрите, с предложением, блядь, с предложением к вам. Мол, давай что-то замутим вместе. Ну, слушайте, будете общаться или примите предложение, в болото свалитесь. Девочки, здесь реально предложение общего проекта. Ой, а давай вместе поритуалим, как вариант, для кого актуально. Ой, а давай вместе проектик сделаем, у нас так классно получалось когда-то. Ну вот видите, я же сказала, начали чиститься, а им полетело обратно, они теперь еще и недовольны, так они еще и психуют, что вы чиститесь, потому что им летит обратно. Тут прикиньте, долбанутство какое по голове там шандарахнуло. Ну там от слова вообще, от слова пиздец, что в башке происходит.
Мало того, что на чужой поезд сели, так этим людям не нужен был поезд. Их удел телега со слом, даже не с лошадью, со слом по жизни ехать. Понимаете, в телеге. А они в поезд, блядь, впрыгнули. Вот этот поезд, это ваш род. И они теперь недовольны, что их с этого поезда выкидывает. И пространство, и ваши чистки. Я же говорю, уже какой-то заезженный сценарий. Бесов решили пригласить. Ну-ну, бля. Повеселимся. Посмотрим, что они с вами теперь сделают. Мало? Добавим. Ну тут пашкубковый, слушайте. Это баба. Это баба по пажу Кубковому. Хочет каких-то общих проектов, потому что хочет вас, извините меня, наебать. Пардон за мой французский, но именно так мне идет. Подарочков хочет воспользоваться вашей силой, если общий ритуал. Сказать, что ой, ничего не получилось, а у самой там клиенты пошли, и она быстренько бабло срубила, как вариант. Вот видите, Юлия, я вас поздравляю. Вот, бесячую шкуру тоже от себя отодвинули. Знаете, почему эта баба к вам лезет? Потому что она тоже под бесами. Вот смотрите, начали мы с мужика. Там свекровь бывший мужик с бабой, да, допустим, какой-то в кооперативе. Допустим, та баба может проходить какой-то вашей теткой, вашей матерью тоже. Вашей подругой какой-то определенной, которая обратилась к какому-то практику, да, и вышли мы вообще еще на одну бабу, потому что они все под бесятиной, все абсолютно. И здесь прям, знаете, такая рвет и мечет в вашу сторону, наказать, оштрафовать, но, блядь, я не могу понять тоже, вот, понимаете, подход, блядь, у человека. То есть, значит, ее планы, ее будущее должно осуществиться за ваш счет. Ну, а ты не приподохуела там случаем, милочка? До Нового года еще, блядь, 73-74 дня, насколько я помню. Как бы подарки тут никто не раздает. Да и под Новый год, блядь, скорее всего, что навалят по полной тебе за это. Вот этой кобылы вам точно нужно опасаться, ребятки. Потому что, вот я же говорю, как знаете, вот пиявка, вот такая вот скользкая дерьмина, блядь, проскальзывает постоянно. Слушайте, ее не выбирают как жену. Она в треугольнике находится. Ее не выбирают как женщину. Она всегда занимает вторую роль. Естественно, если человек, женщина, конкретно здесь сейчас о женщине идет ход у нас разговора, если женщина находится, а здесь не если, когда, вот эта женщина находится в такой ситуации, когда ее не выбирают, когда она не признана никем, не уважаема и тому подобное, она пытается, что сделать? Правильно, она пытается у нас быстренько переключиться на работу. А тут переключилась, блядь, энергии нет, потому что с нее отсасывают, понимаете? И она решила за ваш счет подпитаться, хапнуть что-то, своровать, краднички и быстренько за чужой счет, конкретно за ваш, ну, свои планы на будущее воплотить. Ее здесь не выбирают. Слушайте, здесь также может проходить, оно сейчас. Да, здесь какая-то баба может проходить, еще как вариант, которую не выбирает. Ваш бывшая бывшего, поняли меня, да? То есть ваш бывший ушел к какой-то. Они уже расстались, разбежались, он на ней жениться не хочет, возможно, живут там вместе, какой-то быт, уют, какие-то там, допустим, общие договора, поэтому... А он хочет с ней развестись? Да, она ему изменяет, и он знает. А не может, потому что баблом связаны. Возможно, общая недвижка, возможно, на нем кредиты. Понимаете, вот такая белиберда какая-то.
Девочки, для кого-то актуально, что у них суды проходят. Суды, дележка и тому подобное. А ну, что это баба на вас-то? Это баба, девочки, у кого YouTube-канал хочет, чтобы развалилось все. У кого общение через интернет хочет, чтобы развалилось. У кого интернет, работа, чтобы развалилась. Развалилась, чтобы люди к вам не шли, чтобы ваши надежды не сбывались. Понятно? А почему она на вас такая злая? О, так вы по справедливости быстренько отшвырнули ее любятину. А ну, она на этого мужика магичила. Девочки, да, магичила, еще и как, еще и давно. Ругается, срется, что-то пытается доказать, женой хочет стать. И да, магичила. Потому что, смотрите, здесь, видимо, мужик начал выходить из-под контроля этой магии. И она, ну, короче, подливы, подделы, вот это вся белиберда. Для кого актуально, вот это еще проиграется. Здесь быстренько вы навалили, видимо. Чисточка сработала. Вот так вот. И ее любятинская магия перестала работать. Дайте-ка я угадаю, вы виноваты. Спрашивается, что она тогда к вам лезет? Не лезь! Думай, куда прешь, овец. Что ж ты, мусор привыкшая подбирать-то? Барахтайся в мусоре как-то сама. Чё ж ты теперь кого-то винишь? Девочки, для кого не актуально насчет бывшая бывшего? Знаете, что здесь проходит? Здесь, если подружайки какие-то, либо коллеги, либо кто они там еще для вас, в общем, женщина это, кем она является. Та же самая история. Кем-то не получается манипулировать, поняли? И еще и бесится, что от вас отхапать ресурс не получается. Так надо что-то развалить ваше. Давайте посмотрим, что их ожидает. Вот эту когалу, блядь, несчастных под бесами. Пятерка мечей, четверка кубков. И десятка пентаклей, которая полностью закрыта. Знаете, что это такое? Это полное безденежье, нищета, отсутствие финансового потока, который будет равен нулю, даже в минус пойдет. Здесь долги, долговые обязательства, те же кредиты и тому подобное, проценты от кредитов. Здесь еще знаете, какой интересный аспект? Здесь по поводу всех начинаний у человека, у этих людей, у каждого, они будут вдалбывать в 1000 раз больше, чем другие люди, в 1 000 000 раз больше вкладывать усилий, чем другие, и ни черта не получать, за что бы они ни взялись. Вот так-то. Я же сказала, паж пентаклей дьявол. На все, на то, что они хотят, дьявол и пятерка жезлов. Везде препятствия, везде тупик. Полезешь в форточку, там тоже будет тупик. Вот знаете, как говорят, если дверь закрыта, то можно выйти в форточку. Не тот вариант. Причем так, захочет человек вот этим заняться, будет вкладываться, пыхтеть, стараться, облом. Поменял полностью свою профессию, допустим, начал стараться больше других, в 1 000 000 раз больше будет вкладываться. Опять облом будет. Ну вот смотрите, Маргарита, вот у меня тоже вопрос. Ты ж увела, а что ты закрываешь другому личную жизнь? Вот значит, и у нее она будет закрыта. А вот эти бабы, они, видите, как хотят быть на первой роли, а никогда не будут. Вот те, кто уводят вообще из семьи, мужчину либо женщину, это, я считаю, это отбросы общества. Вот честное слово, отбросы. Это люди, которые, ну, не умеют создавать сами, они не знают цену этому. И вот теперь их жизнь, дьявол в том числе, будет этому учить очень активно. И даже не аккуратно, а очень жестко.
Вот они будут пытаться что-то построить, и каждый раз будут обламываться, потому что у них ничего из того, что они захотят, не получится. Никогда. Девочки, вот смотрите, Маргарита, вы выходите, и вот, допустим, вот лично для вас здесь вообще отлично все. Короче, у кого не было второй половины, вы в статус императрицы входите, понимаете? Та несчастная пытается королевой Пентаклей быть, а вы в статус императрицы выходите. То есть, кто хотел забеременеть, да. Вторую половину мужчину получить, да. Свое дело открыть, да. Открытые пути дороги, да. И, кстати, у вас здесь за счет ваших чисток, за счет повышения ваших вибраций вам еще и помогают. Помогают с мира темных, скажу сразу. И с мира мертвых больше. Вот с мира мертвых больше, я вам так скажу. Из мира темных еще у вас наработочки идут. Еще обучение вам предстоит. А вот кто-то из вашего рода, да. Еще и когда. Там женщины. Хотя и мужчина может проходить. Не факт, что только женщины. Ну и давайте совет вам до полнолуния. Полнолуния там еще пролеснем. Проявляйте свою собственную силу. Кстати, вы себя здесь проработали. Вы прекрасно знаете, кто вы есть. Будут красть вашу силу, пытаться крадники нацепить. Чтобы кому-то легче стало дышать. Слушайте, здесь кто-то уже на предсмертном одре за свою магию, девочки, и попытаются за как-то вашу силу, крадник на вашу силу, поняли? Чтобы какая-то херь смогла подольше пожить на этом свете. Так. Расклад становится более занятным. Таро веретника выходит на арену. Совет вам, вот учитывайте это, здесь не переклад, здесь крадник вашей энергии, чтобы кому-то хоть вот реально просто и еще немножечко подышать. Кто-то уже все, покидает сей мир. И там дело в том, что после смерти ждет самое веселое, курьезное и занимательное действо для этой души. Потому что там уже те, кто, ну, со смертью работает, в смысле энергии я имею в виду, там уже ждут человечка. Там уже знают, куда, на какой круг по Данте отправить эту нечисть. Что вам еще нужно? Вам нужно учитывать, чтобы на вас вот эти мороки не накинули, поняли? Чтобы у них не получилась эта работа. Вот это вам совет. Со смертью потрудитесь, поработайте. Анубис вам в помощь. И же с ним связанными товарищами. По смерти не только Анубис, поверьте мне. Это просто как вариант я вам предлагаю. Или озвучиваю. Даже не предлагаю, а озвучиваю. Помогите кому-то уже отправиться по назначению. Вот, понимаете? Помогите. Если оно еще там барахтается и пытается какие-то крадники нацепить, чтобы, блядь, прожить. А ну, что тебе за это будет? Учится. Думает, что обучается, что благополучие ждет. От нищеты исцелиться. Не считает духовное, материальное, физическое. А там отомщение пошло. Слушайте, по детородке ударило, либо по детям вашей недоброжелательницы. И недоброжелателю. Либо же здесь по плодам труда. Вот человек во что-то корпел, вкладывался и пух! Нету. Вот это и есть истинная оплата
и истинный откуп, а не то, что вы носите. На погост, на перекресточке, аль еще в какие места пещерно-удивительные. Бегут к мастеру, блядь, помоги, спаси. Спаси, помоги, твоя работа не легла. Не работает. Здесь, кстати, психуют, с мастерами могут ругаться, потому что не получается. А не получится, блядь. Вы чё? Очнитесь, господа. У вас конечная станция, все. Сходная вылазь, блядь. Слушайте, а эти люди знают, им приходило во снах предупреждение о том, чтобы они вас не трогали. И им пришло предупреждение от предков родов, их рода, за то, что лицемерили, будут наказаны, и никто не поможет. Боятся смерти. Здесь какая-то лошадь боится сдохнуть. Ну а что, уже отработала, уже пора. В зависимостях человек с головой не дружит. Все, полное отсутствие. Шиза. Шиза. И здесь еще и нападки людей на этого вашего недоброжелателя. Прямо трава. Люди, так знаете, как кидаются, как собаки на этого человека. Собаки, кстати, могут кидаться, да, как вариант. Прям напрыгивать. Кусать. Здесь у кого-то просто срывает крышу, потому что здесь законодательная система, люди в погонах могут просто травить человека. Проклятие! Человек закрыт, это по высшему суду. Говорят, давай духовности набирайся, а не в треугольники лезь, не создавай треугольники, нехер влезть в чужие в семьи. Как вариант. Блять, а им этот пророк, маг, практик рассказывал, кстати, лжец такой же, как и ваши недоброжелатели. Говорит, я вам защиту поставлю, у вас будут дары судьбы, прям принесут темное вам на блюдце. Ага, а хрен, обнуление, полное обнуление. И оберегами обвесились, и предков духов рода своего призывают. Ваш тоже, видать, хотя, ну, ваш как... Да, к вашему роду приворот, девочки, ну мать вашу, забирают типа ресурсы из вашего рода, а получается? Нет разочарования, а что, чем вас за это наказывают? Здесь ваши недоброжелатели будут жертвовать либо собой, либо частью какой-то себя. Это голова, это конечности, это какие-то органы, их удаления, как вариант. Здесь жертва через детей, детьми могут забрать, если много магичили, да, будут уходить внуки, правнуки у такой бабы, если она это делала. То есть это тоже учитывайте. Здесь будут забирать по жесткому за это. Обереги, а ну, работают? Нет, не работают. Она подселы вокруг человека, подселы, какая удача. Нет, подселы, подселы и подселы еще раз. Куча неупокоенных душ. Как на вас вот этот крадник, что хотят сделать, повлиять может там? Полнолуние плюс 3 дня, давайте возьмем максимум неделю. Первая же карта приговор, девочки. Здесь я вам хочу сказать так. Ваши недоброжелатели, хотят они этого или не хотят, упираются или не упираются. И здесь упираются, прыгают, вот это, понимаете, пырхаются там в полусдохлом состоянии. Они все равно, пока не покаятся, легче им жить не станет. И когда приползут каяться, вы еще подумайте 1000 раз, а нужно ли вам это. Потому что приползут-то с подкладом очередным, ребятушки. Вы уж это учитываете.
По моей личной практике, такие души даже после того, когда покидают физическое тело, еще пырхаются, пока их не прогибают иные силы. Потому что там уроки, обучалка идет пожестче на иных измерениях. И только через время эта душа может там оклематься немножечко и сделать какие-то выводы. Здесь сразу же с башкой неполадки идут. Сразу же. В каких-то своих иллюзиях там сидят, блядь, их люди начинают предавать. Они такие, ой, мы же молимся, а нас все предают. За что нам это? За то, блядь. Нехер чужие семьи рушить, нехер чужую жизнь, блядь, лезть. Ребята, добегались они к наставникам. Да обращались, я вам хочу сказать так. Им приходило откровение, что за их помыслы против вас, и если еще кому-то делают, будут штрафные санкции. Эти люди предупреждены были. Им срано на эти предупреждения. Тем более предупреждали их предки, их рода. Давали напутствие, блядь, не надо, стой, не надо. То, ну, кого вы там будете жалеть и кого вы там будете выслушивать, понимаете? Некого там слушать, там люди под неупокоенными душами, блядь. Они обвенчались с ними, у них договора. Алчные, зависящие от мнения окружающих, что скажут люди, бегающие к вот этим магам, практикам. И больше еще этих неупокоенных душ на себя цепляют. Что этим наставникам, блядь? За их жадность, ага, возвышения захотелось, блядь, энергии захотелось. Колдовством это забирали. Надменные слишком. Тоже были предупреждены, ждет расплата. И, кстати, здесь вот эти все моменты, которые они творили, на них обратно вернуться. Власти просили, потому что здесь у этих наставников зависть к тому, какая у вас энергетика. И какую власть имеете вы. Ну, надо будет, порубим и этих дурачков, правда? Правда, не хрен лезть. Я не думаю, что их этому их мамы учили. Хотя, может, и учили, мало ли у кого какие мамки. Вот такой вот у нас раскладик, ребятушки, вышел. Замечательный, универсальный, который задел всю, блядь, вот эту нечистоту. Да? Из нашего пространства. Так что вот такие у них, мать их, планы. Вы разрушайте, пожалуйста, их. Предупреждены, значит, вооружены. Обращайтесь к Его Величеству Смерть. Собственно говоря, работайте, трудитесь, очищайтесь. В комментариях пишите, пожалуйста, как у вас все проигралось. Всем осознанным добра этого мира, остальным, что заслужили. Всем пока-пока.